Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Сегодня мы снова будем шить из джинсовой ткани. Точнее, из того, что осталось от старых джинсов. Из штанин в предыдущих роликах мы делали аппликации и шили сумки. Ссылки на эти работы оставлю в описании под видео. А теперь будем собирать лоскутный блок для обновления мебели. Хотя из такого блока можно сшить все что угодно. От джинсов у нас остались верхние части. Ткани в таких обрезках немного, но если удастся выкроить квадраты 10 на 10 или хотя бы 5 на 5 сантиметров, то такие обрезки нам уже подойдут. Вначале мы сделаем лоскутный блок, который будет в основном состоять из квадратных лоскутков 10 на 10 сантиметров. Лоскутки можно вырезать с помощью ножниц или кольцевого ножа, кому как удобнее. Я для того, чтобы сэкономить время, использую следующую технологию. Из корпуса компакт-диска сделал шаблон. Прозрачный квадрат 10 на 10 сантиметров. Делается, кстати говоря, он чрезвычайно просто. С помощью канцелярского ножа и свечки. Лезвие ножа нагреваем на пламени свечи и с помощью линейки вырезаем шаблон нужного размера. Шаблоны продаются в магазинах для рукоделия, но мне так проще. Сделали шаблон, берем обрезки подходящего размера и сразу по шаблону вырезаем кольцевым ножом лоскутки 10 на 10, без мелков, маркеров и линеек, легко и быстро. С помощью нехитрого приспособления заготавливаем нужное количество джинсовых лоскутков. Нарезали квадраты разных оттенков синего из разной джинсы. Берем клеевой флизелин. Самый обыкновенный, односторонний, который клеится горячим утюгом. Вырезаем из флизелина заготовку нужного размера. И на клеевой стороне раскладываем лоскутки. Мы еще вырезали из джинсовой ткани несколько квадратиков 5 на 5 сантиметров. Из них тоже сделаем 2 квадрата в лоскутном блоке. Эти маленькие кусочки, думаю, сделают наш блок немного поинтереснее. Выложили на флизелин квадратики. В этот раз не мудрили с рисунком, просто чередовали светлую ткань с темной. Теперь фиксируем лоскутки на основе горячим утюгом. Собрали блок на клеевой основе. По краям добавили маленькие лоскутки, так как большие лоскутки в размер основы не подходят. Кстати говоря, маленькие лоскутки в основном пойдут на загибку, и будет виден только краешек некоторых из них, а большая часть вообще пойдет под крепление. Чуть позже покажу. Переворачиваем блок наизнанку. Вот так это выглядит с обратной стороны. Теперь нам нужна ткань, чтобы укрепить основу лоскутного блока. У нас есть отрез светлой, хлопковой, довольно плотной ткани. Цвет в данном случае не имеет значения. Перед тем, как прошивать лоскутный блок, скалываем ткани между собой, чтобы тканевая основа не сползла во время работы и не получились ненужные складки. Скололи, обрабатываем стыки широким зигзагом. Удобнее всего выполнять эту работу прозрачной лапкой с открытым мысом. С такой лапкой вы хорошо контролируете строчку и видите, как ткань себя ведет. Во время работы немного сдвигаем кромки лоскутков навстречу друг другу. Можно даже немного внахлёст, так как джинсовая ткань по краям очень рыхлая, и если строчка пойдет по краю или слишком близко от края, ткань обязательно распушится. Если у вас нет такой лапки, ссылку где купить оставлю под видео, она копеечная. Мы прошили все стыки широким зигзагом, а также зигзагом обработали край, чтобы удобнее было работать с лоскутным блоком. Если ткань для основы недостаточно плотная, вы нечасто имеете дело с джинсовыми лоскутками или нагрузка на обивку предполагается значительная,
имеет смысл дополнительно простегать лоскутки, чтобы укрепить их, и они не распушились по краям. Вот так блок выглядит с обратной стороны. Плотность блока меня устраивает. Приступаем к следующему этапу. Сегодня мы хотим поделиться идеей, как с помощью джинсовых лоскутков можно отремонтировать или обновить мебель. Проще всего, конечно же, начать со стула. Этот стул прошел полный курс выживания в детской комнате. И я думаю, что он по праву заслужил новую стильную обивку из ткани деним. Такая ткань подойдет как нельзя кстати, так как она выдерживает значительную нагрузку. Один край старой обшивки стерся, поэтому мы разберем стул и перекроем сидушку. Сидушка прикреплена к стулу винтами. Снимаем сидушку, кладем ее на середину лоскутного блока. Немного натягиваем ткань и крепим обыкновенным строительным степлером к фанерной части сидушки. Скобки степлера надежно зафиксируют ткань. Обтянули сидушку. Собираем ее в обратной последовательности. Закручиваем винты и крепим крышку с обратной стороны. Вот и все. Стул готов. Почти как новый. Мы часто меняем обшивку на стульях в детской комнате подобным образом. Точно так же с помощью джинсовых лоскутков довольно быстро можно поменять обивку на стульях, креслах или даже диване. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь, пишите нам. Ваши комментарии мы всегда читаем. Всего вам доброго. До свидания.